энергостратегия. Многострадальный документ, который обсуждался очень долго. Наконец он был подписан. С кем. Документ, распространенный в режиме для служебного пользования, был широко обсужден. Результат не превзошел. Ну да. Не превзошел ожидания, будем так сказать. Я предлагаю следующим образом поступить. Сначала основные, ключевые параметры, чего мы хотим достичь к 2050 году, обсудим, а потом перейдем к некоторым вопросам, которые неизбежно возникают, когда вы начинаете читать энергетическую стратегию. А так вообще. На сайте правительства 14 апреля было опубликовано распоряжение от 12 апреля 2025 года. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года. И давайте соответствующую цитату для того, чтобы задать общий тон нашей беседе. Да-да, именно такого размера цитата. Часть мероприятий направлены на ускоренную реализацию инфраструктурных проектов и создание условий, необходимых для перенаправления поставок нефти, газа и продуктов их переработки. С каждым словом, мне кажется, люди просто отпадают от нашего эфира спокойно. Дальше еще будут графики, таблицы. Для этого стратегия задумана, чтобы никто не читал. На новые рынки дружественных стран наращивание мощностей по перевалке нефти в арктических и дальневосточных портах, активное использование потенциала Северного морского пути и ускоренное соединение систем транспортировки газа Силы Сибири и Сахалин, Хабаровск, Владивосток с единой системой газоснабжения. Надо писать с большой буквы «Единая система газоснабжения». Да ладно, чего я придираюсь. Для приоритетного обеспечения потребностей внутреннего рынка. Это все было первое предложение. План мероприятий по реализации стратегии будет подготовлен Минэнерго и представлен в правительство в течение 6 месяцев. То есть энергетическая стратегия подписана, а есть еще план мероприятий, которые нужно в течение следующих 6 месяцев еще представить. Ладно. То есть сначала публикуем стратегию и полгода думаем, а как бы это ее реализовать. Нет, может, мы чего-то не понимаем. Давайте так. Мы задаем вопросы в шутливом тоне, будем надеяться, что никто на них не обидится. Прежде чем задавать вопросы, давайте почему, во-первых, это важно? Потому что предыдущая стратегия была подписана в 2020 году и была она до 1935 года. С тех пор немножечко много чего изменилось. Например, северные потоки прекратили свое существование на данный момент и являются абсолютно неактуальным маршрутом поставок нашего газа. Еще некоторые вещи произошли. Например, наш уголь больше не покупается Европейским Союзом, наша нефть в значительной степени не покупается Европейским Союзом, наши нефтепродукты не покупаются Европейским Союзом, а поставки газа резко сократились. Произошло перенаправление поставок нефти на другие рынки, и прочее, включая такие малозначительные и малозаметные события, как санкции, введенные против наших нефтеперерабатывающих мощностей, из-за которых производители оборудования, которые должны были уже к настоящему моменту поставлять это оборудование, сказали: ой, а нам нельзя. Мы произвели, денежки у вас взяли, больше ничего вам не поставим. Нет. А денежки вернете? Не вернем. Нет. Запрещено. Денежки тоже запрещено возвращать. Запрещено. То есть актуализировать стратегию, безусловно, было нужно, потому что прежняя версия, уже явно была неактуальной. И на этот раз продлили, ее актуализировали не на 5 лет, с шагом в 5 лет, как это обычно делается, а сразу до 50-го года, на 15 лет. Неплохо. И на всякий случай напомню, что поручение Владимира Владимировича Путина в адрес правительства о том, что необходима новая редакция энергетической стратегии, было в 2022 году. Это нужно было сделать до конца 2023 года. В 2023 году было поручение сделать это до конца 2024 года. В 2024 году появилась новая дата до конца первого квартала 2025-го. Конец квартала наступил 12 апреля. 2,5 года трудов для того, чтобы создать этот документ, потрясающий своей стратегичностью, глубиной и продуманностью. А так как это немножечко касается всех, там, например, будет про газификацию, про поставки бензинов и дизтоплива на внутренний рынок. То есть это, немножечко касается всех и каждого в нашей стране, поэтому давайте обсудим. Начнем с целевых показателей по нефти. Нефть-матушка, с нее начинаем. Давайте данные вывесим. Их плохо видно, поэтому я позачитываю, если позволите. Итак, добыча. Сразу вопрос. Так как принято 12 апреля, по сути, это была принята 12 апреля стратегия, не стоило ли актуализировать данные, от которых ведется отчет, не 23-м, а 24-м годом?
Ну, такая возможность теоретически Если вы была. публикуете документ во втором квартале 2025 года, то где логика, почему берется за базу 2023 год? Ну, готовили весь 24 год, сейчас обсуждали, а иначе, если бы поменяли, пришлось бы, видимо, еще раз обсуждать. Допустим, такая логика. Хорошо, 23 год. То есть поменять числа в табличке, это... Обсудить надо. Возможно. Надо обсудить. Возможно. А может быть, засекречены данные Росстата. Вот Минэнерго секретит свои документы, и Росстат специально, конкретно для Министерства энергетики, данные закрыл. Могли бы в Блумберге посмотреть, как все. А в Блумберге нет. Можно еще Reuters и Международное энергетическое агентство. Вот они тоже могут. Ладно, ерничание отбросили, зачитываем. Что ж там? Мы сейчас как бы объяснили, при чем тут 23-й год. Почему мы в 25-м году говорим, отталкиваясь от 23-го года. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Итак, 23-й... Вот у меня было... Извините, прерываюсь. Но у меня было желание заменить 23-й год 24-м, потому что, данные есть. Они, в общем-то, открытые. Но думаю, погодите, но в документе это так? Давайте, как в документе. Итак. Сам вижу, что Маргарет Тэтчер, но ведь написано. Да. А в 23-й год, итак, 531 миллион тонн. Это объем добытой нефти в 23-м году. И дальше у нас инерционный сценарий. Подразумевает, что объем добычи к 50-му году сократится до 360 миллионов тонн, а вот целевой сценарий примерно останется на прежнем уровне 540 миллионов тонн. Плюс 1,7%. 0,7% в год, как любезно нам посчитал Борис Леонидович. То есть это стратегия развития, если я правильно понимаю. Там более того, есть отдельное приложение. Я понимаю, мы сейчас крайне увлекательные вещи. Знаете, тут ни Шольца нету, даже Трампа какого-то. Все нормально. Трамп где-то мелькнет. Мы вам обещаем. Следите за нашей программой. Вот. А мы про то, что касается развития российской энергетики и нашей экономики. Очень, очень скучная история, все понимаю, но... То есть в целевом сценарии стремительным домкратом рост добычи нефти составит 0,07% в год. Да. Мы ограничены действием соглашения ОПЕК+, пик спроса на нефть многие уважаемые организации рисуют. Мы их мы в этой студии их не очень уважаем, но вот кто-то их уважает. Почему бы нет? Почему бы на них не сослаться? Подписываем с ОПЕК+, а данные берем от Международного энергетического агентства, что совершенно логично. Тут вот какой момент. Там есть еще прогнозы ускоренной реализации зеленого энергоперехода, просто энергоперехода. Есть шоковый сценарий, но мы их не берем, мы берем два главных сценария. Это вот инерционный и целевой. То есть то, чего хотим, и то, что будет, если, все будет как-то так. Вот. Если ничего не делать, то будет вот так. Да. По инерции. Да. То есть это не все сценарии, там их гораздо больше. Все желающие на сайте правительства могут ознакомиться. Я понимаю, невероятное количество желающих. 100-страничный документ, изумительный, таблички, прям вот красота. 107. Справедливо, кстати, да, 107. Итак, значит, переработка. 23-й год, 275 миллионов тонн переработано было. Инерционный сценарий подразумевает сокращение до 272 миллионов тонн. То есть спрос внутри России будет снижаться. Немножечко. Это нормально. Нет. Переработка будет снижаться. Стоп, мы до спроса не дошли. Зачем нам А целевой сценарий? 283 миллиона тонн будет к 50-му году перерабатываться. 2,9% роста. За 25 лет. Тут я могу даже... я могу понять, почему так. Потому что электромобилизация рынка происходит активно. У нас есть еще электромобильная стратегия, которую сейчас начали уточнять. Если вдруг у вас есть электромобиль, вы можете нам написать замечание, предложение. Еще и водородная стратегия. Борис, не надо забегать вперед. Это в ругательной части. Это мы еще не ругаемся. Просто, чтобы объяснить, что новые нефтеперерабатывающие заводы России не нужны. 208... Да, установленная мощность наших нефтеперерабатывающих заводов сейчас порядка 310 миллионов тонн. А в целевом сценарии переработка 283. 280. Мы все пересядем на электромобили и на водородные автомобили.
И зачем нам этот бензин и дизельное топливо? Поставки на внутренний рынок, дорогие друзья. Итак, 144 миллиона тонн в 2023 году было поставлено на внутренний рынок. Из них порядка 44 миллионов тонн дизельного топлива и 43 миллионов тонн автобензинов, для понимания масштабов. Итак, инерционный сценарий 162 миллиона тонн, 12,5% рост. Вот Борис Леонидович тут ругался. Зачем он это делал, непонятно. По 0,5% в год. Это вот целевой сценарий 158. Ну, так получилось. Чуть меньше. Видимо, потому что как раз вот здесь подразумевается, что мы электромобилизируемся. Еще раз, если вдруг у вас есть электромобиль, и вы очень довольны, обязательно напишите нам предложения, замечания и все такое прочее с помощью QR-кода, который вы в углу экрана в какой-то момент заметите. Итак, экспорт нефтепродуктов, вот тот самый QR-код. Экспорт нефтепродуктов 131 миллион тонн в 2023 году, очень актуальным для нас. Инерционный сценарий 110 миллионов тонн, падение на 16%. И целевой сценарий 125 миллионов тонн. Ну, лично меня что порадовало, вот эти прекрасные данные о добыче нефти и конденсата. В целевом с 531 миллиона тонн до 540 миллионов тонн. Это, видимо, подразумевает, что проект «Восток Ойл» то ли будет не реализован, вот таково решение наших стратегов, то ли при реализации проекта «Восток Ойл» добыча на всех остальных месторождениях будет снижаться. Не уточнено. Будем надеяться, что Игорь Иванович Сечин какой-нибудь комментарий по этому поводу даст. Я думаю, он несколько удивится. В смысле? Погодите. А где наш 100? Притом, если мы возьмем показатели 1936 года, которые тоже есть в стратегии, они как бы тоже не подразумевают, куда дели, где потеряли, почему. Не задаемся вопросами, просто идем дальше. Мне кажется, мы вот в сумме обсудим. Нам тут пишут уже, что 23-й год просто эффект низкой базы. Не скажите. По нефтепереработке эффект низкой базы в 23-м году не прослеживается. Там было больше переработано, чем в 24-м году из-за внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Поэтому нет. Скорее в газе может быть эффект низкой базы, потому что показатели 24-го года лучше. Ну так, к газу и перейдем. Перейдем к газу. Итак, добыча у нас 637 миллиардов кубических метров. Это прекрасно. Была в 23-м году. В 24-м году она была, правда, немножечко больше. Если бы данные не были засекречены, мы бы о них прочитали. Сколько там у нас? 670, по-моему, миллиардов. Порядка 670 миллиардов было добыто кубических метров в 24-м году. И неважно. Инерционный сценарий. 922 миллиарда кубов к 50-му году будем добывать. Целевой сценарий 1 триллион 170 миллиардов. 107 миллиардов. Прирост, между прочим, на 73,8%. И в основном поставки будут, как это неудивительно, идти на внутренний рынок. Вот нам тут уже пишут ругательные вещи про газификацию. Не надо, поставки в основном на внутренний рынок, как и сейчас, кстати. И, как я понял, пропорцию решили соблюсти примерно 2/3 на внутренний рынок, треть на зарубежные рынки. Поэтому поставки на внутренний рынок у нас 496 миллиардов кубов в 2023 году. В 2024 были больше 500 миллиардов кубических метров. К 50 году инерционный сценарий 602 миллиарда кубических метров. И в 50-м 669 миллиардов кубических метров. И вот теперь самое веселое – экспорт. На самом деле, если говорить о росте внутреннего спроса больше, чем на 100 миллиардов кубометров, это все-таки, на мой взгляд, подразумевает развитие либо СПГ-проектов, либо проектов по переработке газа более глубокой. Столько на газификацию мы взять не сможем. По оценкам самого «Газпрома», за счет социальной газификации спрос вырастет на 20 миллиардов кубометров. Все остальное – это либо производство СПГ, либо производство, азотных удобрений, например, может быть, метанола, может быть, еще чего-то. Это хорошо. Фанеры, в конце концов. Фанеры, в которой тоже, как это неудивительно, в любом листе фанеры немножечко природного газа, но присутствует. Итак, экспорт. Что у нас с экспортом газа? 146 миллиардов кубических метров в 2023 году, из которых по газопроводам 101 миллиард, и в виде СПГ 45 миллиардов кубов было поставлено. Инерционный сценарий 320 миллиардов кубических метров к 50 году, 320 миллиардов кубических метров. Газопроводы 168 миллиардов кубов, СПГ 197. 168,
197. СПГ обгонит к 50-му году трубопроводные поставки. У меня сейчас будет пара вопросов. Вот я даже не знаю. Вот будет пара вопросов, но для начала целевой показатель. К чему мы стремимся? 438 миллиардов кубов поставки в сумме к 50-му году за 25 лет следующих. Вот такой прирост будет. 200%, между прочим. Не просто так. Газопроводы 152 миллиарда кубов, то есть меньше, чем в инерционном. А вот СПГ 241 миллиард кубических метров. Понятно, в пересчете на регазифицированный объем. При этом производство сжиженного природного газа вырастет с 32,3 миллионов тонн в 2023 году, тут миллионы тонн, не пугайтесь, до 90-105 миллионов тонн в 2030 уже году. Потом к 1936 году 110-130 миллионов тонн, 20 миллионов туда-сюда. И 110-175 в 2050 году. Разброс, кстати, небольшой, 110-175, нормально. Не, в принципе, это отражает вот этот вот разброс отчасти. У меня вопрос, извините, а в таком случае мы с СПГ что будем делать? Сейчас, извините. В прямом эфире смотрите наши размышления по поводу энергетической стратегии. Вот в инерционном сценарии экспорт СПГ 197 миллиардов кубических метров, а в целевом 241. Разница у нас получается 44 миллиарда кубических метров. А вот разница между целевым производством к 50-му году этого самого СПГ в миллионах тонн 65 миллионов тонн. Чтобы получить из миллионов тонн миллиарда кубических метров, надо на 1,38 умножить. И знаете, я не знаю, как из 65 миллиардов кубов получается разница в 44 миллиарда кубов. 65 миллионов тонн. 44 миллиарда кубов. Как получается? Непонятно. Возможно, где-то вот есть какое-то объяснение, но давайте глянем на список этих самых наших проектов к 30-му году, который должен быть реализован. Здесь присутствует наш старейший СПГ-завод Сахалин-2, он действует сейчас, по нему были планы расширить его в 1,5 раза, планы вроде как сохраняются, но из-за исчезновения одного из партнеров несколько сдвинулись вправо. Насколько? Непонятно. Ямал-СПГ тоже действует. Арктик-СПГ-2 действует, но не в переходном состоянии. Действует, не действует. Мне очень нравится термин «находится в переходном состоянии». Что означает? СПГ Шрёдингера. Да. Усть-Луга строится, правда строится, видели соответствующие сообщения. Мурманский СПГ, Обский СПГ и Арктик СПГ-1. А они точно будут реализованы к 30-му году? А если нет? Если придется сдвинуть вправо? Соответствующие риски как-то просчитаны? Известно ли о принятии окончательного инвестиционного решения? Что касается Мурманского СПГ, окончательно ли принято решение по строительству газопровода до Мурманска? Как-то почему-то не видели, но, видимо, в ближайшее время, через полгода мы все и узнаем. Кстати, я не обратил внимания, но, возможно, я пропустил, но в энергетической стратегии про этот газопровод как-то... Возможно, я не обратил внимания, но вот про этот газопровод как-то не сказано. Его нет. Что касается экспортных газопроводов, тут тоже пару вещей надо сказать. Проектная мощность экспортных газопроводов в страны Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона повысится с 30 миллиардов кубических метров в 2023 году до 98 миллиардов кубических метров в 30-м, 36-м и 50-м годах. Что это означает? Сейчас переведу на русский язык. Мне бы действительно хотелось узнать, как выглядит газопровод в Азиатско-Тихоокеанский регион. Сейчас. Борис, вот как простого. он выглядит? Я придерусь сейчас к формулировкам. Давайте так, вот то, что мы говорим, это не попытка, извините за низкий слог, обгадить чужую работу. Это попытка указать на вопросы, которые неизбежно возникают, если с вашей работой пытаются ознакомиться. Если пытаются ознакомиться, возможно, какие-то вопросы, которые мы задаем, какие-то шуточки, выглядят дурацки авторам. Мы с удовольствием готовы побеседовать даже в прямом эфире, можем даже на смежных каналах. Вдруг кто-то... Мы готовы побеседовать в любой момент. Чтобы нам объяснили, почему так. У меня вопрос в связи с тем, что я сейчас прочитал. Еще раз, это цитата из стратегии.
Проектная мощность экспортных газопроводов в страны Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона повысится с 30 миллиардов кубических метров в 2023 году. У меня вопрос. А у какого газопровода в 2023 году мощность 30 миллиардов кубов? Возможно, авторы перепутали плановые объемы поставки по газопроводу «Силы Сибири» мощностью 38 миллиардов кубов в 2023 году и проектную мощность. Мощность газопровода проектная 38 миллиардов кубов. Объем поставок 30 миллиардов кубов. Возможно, я просто не разбираюсь в терминах. Возможно, я просто не разбираюсь в терминах, откуда взялись 98 миллиардов, которые вот здесь. Очень просто. В 2027 году запускается дальневосточный маршрут поставок 10 миллиардов кубов, и планируется реализовать еще «Силу Сибири-2» 50 миллиардов кубов. 38 плюс 10 – 48, плюс 50 – 98. 98 миллиардов кубов в 30-м, 36-м, 50-м годах. Куда делось хотя бы на уровне концептуальном обсуждения казахстанского маршрута поставок? Куда делось хотя бы на концептуальном уровне размышления о поставках в Иран? Слово «Иран» ни разу не встречается в энергетической стратегии, хотя переговоры ведутся. Поставки в Узбекистан уже осуществляются, и известный план мероприятий, который осуществляет Узбекистан для дальнейшего роста поставок. Да, это не Дальний Восток, это не АТР, но ни Узбекистан, ни Казахстан ни разу не упомянуты в энергетической стратегии. Вот поставки в Киргизию, да, они маленькие, но они увеличились в 2 раза. Киргизия в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Или на Дальнем Востоке. Нет, еще раз. Может быть, Средняя Азия где-то мелькнула, а мы просто, знаете, не умеем Ctrl-F и ввести запрос. Центральная Азия. Центральная Азия. Сейчас никто не понял. Центральная Азия – это какой-то старый. Средняя Азия. Центральной тоже нет. Все нормально. Ни Средней, ни Центральной. Никакой нет Азии. Азиатско-Тихоокеанский регион есть. Притом 98 миллиардов кубов у меня не вызывает никаких вопросов. Хорошо, да, все понятно. Понятно, откуда взялось. Но если мы говорим про экспортные поставки, у нас есть экспорт в страны ближнего зарубежья. Слово «ближнее зарубежье», понятие «ближнее зарубежье» вообще не упоминается. При том, что есть контракты, выполняемые сейчас, и которые, дадут некоторый результат хотя бы к 30 году, они вообще отсутствуют. То есть Узбекистан, поставки туда увеличились, в этом году должно быть поставлено 7 миллиардов кубов. В прошлом году там более 5 миллиардов кубов было поставлено. Это новый рынок, который открылся после 2022 года. Есть совершенно конкретное соглашение с Ираном, да, на уровне меморандума, но вообще-то президент об этом говорил, и многоуважаемый министр энергетики ведет переговоры с Азербайджаном об организации транзита через Азербайджан. Рассчитывает до 30-го года переговоры продолжать? Не удастся завершить? Зачем вообще «Газпром» строит «Силу Сибири-2», если Китай с 30-го года объявляет о независимости и ненужности новых поставок? Китай объявляет? Это вас кто-то ввел в заблуждение. Если вы скинете в чатик хотя бы ссылку... Может быть, это новость из другой планеты. Известный нам Китай ни о чем таком не говорит. Он говорит наоборот, что, ребят, у нас зависимость от импорта будет только расти. Здесь есть варианты. Тайвань назвать Китаем. Китай не получается. Республика Китаем, возможно. Нет, еще раз, мы не поиздеваться, но где? Узбекистан, Казахстан, Иран не упомянуты, и слава богу, может, на внутреннюю газификацию больше пойдет. Нету такого противопоставления поставок на внешние рынки и внутренней газификации. Нету такого противопоставления. Более того, в значительной степени экспортные проекты служат развитию газификации регионов. Если мы берем, например, Дальний Восток. Если мы берем Дальний Восток, там как раз за счет экспортного проекта, на который перекладывается основное финансирование этой самой газификации, было освоено Чаиндинское и Кавыктинское месторождение. Поэтому не надо теплое с мягким путать. Нижегородские СПГ, это вы что-то путаете. Это, возможно, какое-то малотоннажное производство. Это малотонажное производство. Оно здесь... Тема, это вообще бы отдельную передачу сделать, карту наших малотонажных. Кстати, малотонажные СПГ там как-то тоже мимо проходит. Где это, что это, почему? У нас вообще слово «мало» распределенное отсутствует напрочь. У нас нет малых и средних нефтяных компаний, у нас нет распределенной генерации электрической энергии. Китай на съезде 2017 года это принял за основу развития, учите матчасть. Вы невероятно заблуждаетесь.
Вы несете ерунду, учите матчасть встречное вам предложение. Ссылочку, если кинете, я с удовольствием ознакомлюсь. Нету никаких планов такого рода. Вообще нигде. Итак, куда без газификации? Не, ну это хорошо. Уровень газификации в 2023 году был 73,8. В 2030 году планируется 82,9. И к 2050 году 86,2%. Почему такая низкая динамика с 30 по 50 годы? Потому что к 30 году технически возможная газификация будет проведена полностью. Дальше будут в силу реализации, в том числе экспортных проектов, на которые ругается некоторая часть наших зрителей, не понимающая, как одно с другим связано, и видящая конкуренцию. Боже мой, мы поставим узбекам, нам не допоставят. Так это не работает. В России хватает газа. «Газпрому» нужны деньги для того, чтобы продолжать газификацию в том режиме, в котором задало правительство России. Деньги зарабатываются на экспорте, вкладываются во внутреннюю газификацию. Что здесь? Так вот, технически возможный уровень газификации будет повышаться по мере строительства новых газопроводов, по мере расширения единой системы газоснабжения, но основная часть территории России, большая часть территории России будет до 83 примерно процентов уже к 30 году газифицирована. Ну и угольная отрасль. Наиболее оптимистичные. Да. Угольная отрасль у нас вообще прекрасна. Ее прям даже не знаю. Знаете, здесь как у нас выглядит по нефти и газу. Такие круглые цифры, такие прям круглые числа, да. 320 миллиардов, 486. Нет, с угольной отраслью у нас по-другому. 23 год, понятно, 438,7 миллиона тонн добыто. Инерционный сценарий. 586,4 миллиона тонн. К 50 году. К 50? Зачем такая точность? Ты город, скажи, казалось бы. Как? За счет чего? Почему? Это прописано. Там расширение восточного полигона, развитие на внешних рынках дружественных. Это да, это все сказано. Целевой сценарий 662 миллиона тонн. Тут я, кстати, не понял, где десятые. То есть на 25 лет вперед с сущностью до десятых. Поставки на внутренний рынок, 180,9 в 2023 году. Инерционный сценарий 227,7 миллиона тонн к 50 году. Люди, которые считали уголь, вызывают у меня какой-то, оторопь, но с оттенком глубокого уважения. Целевой сценарий 231,7 миллиона тонн, 28% прироста. Красота. Внутренний рынок у нас за счет чего будет? Угольная генерация? Либо угольная генерация, либо рост металлургического производства. Либо все-таки там где-то есть, если эти 100 страниц пролистать, что-то про глубокую переработку угля. Правда, данных никаких нет. Чисел таких красивых. Про переработку местами у нас есть, но на уровне благих пожеланий. А неплохо было бы, то есть возможно, этих людей, которые считали угольную отрасль, стоило привлечь к вопросам переработки в ряде областей. А то, знаете, очень странно выглядит тут до десятых, а в области переработки, которая влияет на эти показатели. Вообще, общими словами, как так? Почему? Экспорт. 212,5 миллиона тонн к 2050 году. 294,8 миллиона тонн. Это инерционный сценарий, 350 миллионов тонн. Целевой. 350. Одна десятая. Что ты искажаешь? Да. Ой. Электроэнергетика. Электроэнергетика у нас невероятный рост. Производство у нас должно вырасти аж на 42%. Это целевой показатель. То есть рост на 1,7% в год. В 24-м, напомню, было почти 3%. А дальше мы будем замедляться. И, если что, это все в основном поставки на внутренний рынок. Что касается внешних поставок, они в целом ожидаются примерно на уровне последних пары лет. То есть они вообще не влияют практически на показатели выработки и показатели, соответственно, потребления. Проекты строительства энергомостов Россия, Азербайджан, Иран, Россия, Грузия, Армения, Иран отсутствуют начисто. Увеличение объемов поставок в Китайскую Народную Республику отсутствует. Увеличение объемов поставок в Монголию, в Казахстан отсутствует. Некоторые страны, расположенные южнее России, Киргизия, например,
вроде бы отделена от нас территория Казахстана и Узбекистана, но они у себя фиксируют рост поставок из России электроэнергии. А стратегия... Ну, хорошо, так надо. Установленная мощность. Вот здесь особенно бурный рост. 253,5 в 2023 году. Данные 2024 года вообще невозможно было поставить. С 1 января там данных нет. Системный оператор их не публиковал. До апреля их посмотреть было невозможно. Извините, не понимаю. Вот правда, не понимаю. Вот свое глубочайшее непонимание, своим глубочайшим непониманием делюсь с уважаемой аудиторией. 331,2 не менее гигаватта к 50 году. То есть, если это стратегия развития 1,2% в год, ну... Да, то есть прирост 30,7% за вот этот период, 1,2% в год. Ну, Поэтому мы говорим о развитии экономики России, о росте благосостояния, об электрификации Дальнего Востока. 1,2% в год. Нам тут продолжают объяснять уже другие люди по поводу Китая. Большое спасибо. Обязательно ознакомимся с этими данными по поводу Китая. Вот что все китайские компании в одночасье взяли и повернули тумблер и где-то нашли новые запасы газа, новые запасы нефти на своей территории. Вот уже завтра они их начнут добывать. Большое спасибо, что рассказали. А теперь поговорим о концептуальной части стратегии. Это все были, знаете, это была преамбула. Все, кто смотрит нас до сих пор, большое вам спасибо, вы большие молодцы. Ни одного Трампа до сих пор не было. Мне кажется, надо людей поощрить и сказать «Дональд Трамп» и Урсула фон дер Ляйен. Просто упоминаем для того, чтобы было... Потому что они как-то людей обычно больше развлекают, чем вся эта ерунда. Какие-то гигаватты на территории России. Кому это надо? Кая Каллас. Вот, волшебные слова. Золотые слова, Борис Леонидович, золотые слова. Итак, давайте про концептуальную часть, соответствующую цитату прочитаем, и я немножко поругаюсь, а Борис Леонидович, может, скажет что-нибудь доброе. Это цитата из энергетической стратегии, размещенной на сайте правительства Российской Федерации. На современном этапе... трудов 2,5 лет выдающихся специалистов отрасли. На современном этапе происходит структурная трансформация мировой энергетики. Не поспоришь. Спровоцированная шоками 21-22 годов. Какими? Глубинными процессами политико-экономического характера. Эрозия системы глобальной безопасности. Тенденция милитаризации, повышенная инфляция, ужесточение монетарной политики, односторонние ограничительные меры, отказ от некоторых норм Всемирной торговой организации и международного права, а также долгосрочными трендами ускоренный рост энергопотребления, фрагментация рынков, в первую очередь энергетических, формирование многополярного мира, сокращение доли доллара при увеличении роли национальных валют в международных расчетах. У меня вопрос, где мировой энергетический кризис? От чего и кто испытал шок в 2021-2022 году? Я читаю это, видимо, шоки и глубинные процессы вот этого характера, это эрозия системы, тенденция милитаризации, повышение... Шок-то от чего? Мировой энергетический кризис. Где он? Может быть, от разворота Анны Ленны Бербак на 360 градусов шокировала? Может быть, она несколько раз повернулась, а ей забыли динамо-машину. Динаму прикрутить, как в известном монологе Аркадия Райкина. Кто какой шок? Нет, видимо, это шоки. Еще раз, энергетический кризис. К чему мы придираемся в данном случае? Стратегия начинается с анализа, с анализа текущей ситуации и тенденций, исходя из которых будет оказано влияние на нашу энергетику, на нашу экономику, на наших производителей оборудования, на наших производителей энергоносителей, на потребителей внутри Российской Федерации, на вас, уважаемые зрители, будет оказано влияние. То есть там описывается некая картина, в которую вписана российская экономика и российская энергетика. Этот анализ важен, потому что из этого строится сценарий. Мы либо реагируем, как всегда, реактивно, вокруг нас что-то изменилось, мы отбились, либо мы предлагаем что-то мировому рынку, новые тренды. Не идем за чужими, не защищаемся от чужих, а предлагаем что-то свое для того, чтобы всевозможные проекты ШОС, ЕАЭС, БРИКС чем-то наполнить не чужими проектами, а своими. Так казалось.
А я, кстати, нашел энергетический кризис. На странице 7. Он упоминается 2 раза. Давайте посмотрим на этот энергетический кризис, опять же, в стратегии. Если можно, цитату. Понятно, там некая вот часть, к которой некие пункты. Это вот часть пунктов. Почему так вырвано немножечко? Эта цитата звучит. Увеличение темпов роста потребления природного газа до момента наступления энергетического кризиса в странах Европейского Союза в 2023 году за счет развития газовой генерации как инструмента декарбонизации. Какого энергетического кризиса в странах Европейского Союза в 2023 году? А это какой-то особый энергетический кризис? Или это часть мирового энергетического кризиса, который летом 2021 года начался? И, конечно, увеличение темпов роста потребления природного газа в Европейском Союзе в 2023 году. Ну, это просто прелесть, конечно. Нет, до момента наступления энергетического кризиса. То есть, видимо, до 2023 года были темпы... В 2022 году потребление газа в Европейском Союзе росло. Я это не буду комментировать. Нет, это я комментировать не буду, это мы тут должны страничку открыть, это как-нибудь мы с Борисом Леонидовичем, может, соберемся на другом канале, вы, если что, геоэнергетику инфо посматриваете. Вот сейчас эмоции сбросим от всего, от шока 20. Шоков. 21 и 22 годов. У нас свои шоки тут. Итак, там еще важное. Активизация спроса на развитие гидроэлектростанций и атомных электростанций после энергетического кризиса 2022 года и признание их низкоуглеродными источниками за счет запроса не только на чистую, но и на экономически предсказуемую энергетику. Дорогие друзья, авторы, вот если вы нас смотрите сейчас. Во-первых, энергетический кризис мировой был с лета 2021 года. Вырывать отдельные сценарии, отдельные эпизоды из него, не описав картину, очень странно. Далее. Хорошо, вы прочитали Урсулу фон дер Ляйен. Извините, все, кто ужинает, нас уже попрекнули, что мы их упоминаем, а люди ужинают. Извините, пожалуйста. Которая постоянно говорит, кризис 22 года. То есть $2000 за 1000 кубов в декабре 21, а кризис 22 года. Хорошо поняли? Уважаемые разработчики стратегии, если кризис в 22 году, по какой причине 1000 кубометров газа в декабре 21 года в Европейском Союзе стоило $2000? Это не кризис был. Это не кризис, это и далее по тексту. Мы не будем. Так вот. И при таких ценах вы увидели рост потребления природного газа в Европейском Союзе до 2023 года. В 2022 он рос. Я сейчас вообще издевательскую вещь скажу. Атомную энергетику признали вот этой экологически дружелюбной в начале... Строго говоря, вообще в конце 21-го, но вот если вы 22 год берете, в начале февраля, 2 февраля 22 года, это уже был кризис? Или его еще не было? А если не было, зачем вы это написали? Шок. Или это шок еще был? Казалось бы, казалось бы, какая разница? Мы сидим, придираемся. Люди написали, написали. 2,5 года писали. Написали, кто-то вычеркивал что-то, кто-то что-то добавлял. Вот получилось. Может быть, это коллективный труд и какая-то вот такая... Чего мы придираемся? Давайте я обрисую. А почему мы придираемся? Еще одну цитату, если можно, для того, чтобы объяснить, почему нужно придираться к этим формулировкам. Рекордный рост спроса на энергетический уголь в 2022-2023 годах на фоне ускорения темпов, это один из факторов, там, в общем, на что-то влияющий, на фоне ускорения темпов роста мировой экономики и энергопотребления, пик потребления этого ресурса может сдвинуться до 30-х годов или даже позднее. Очень хорошо, что у нас заметили вот это все, что сдвигается пик потребления угля, это хорошо. Но выстраивать долгосрочную стратегию, исходя из рекордного роста спроса на энергетический уголь в 2022-2023 годах, на фоне роста мировой экономики и энергопотребления нельзя. Потому что на фоне мирового энергетического кризиса, когда газ дорожал, газ замещали углем. В первую очередь, любимый нашими зрителями Китай замещал углем этот самый газ, потому что газ дорогой, уголь свой дешевый, давайте угля больше добудем и электричество производить из угля будем. И часть статистики 22-23 года без фона 24 года, который был очищен от ряда негативных последствий 22-23, почему 24 год надо было добавить в энергетическую стратегию. Так вот эта статистика
загрязнена вот этим фактором межтопливной конкуренции, обострившейся в ходе мирового энергетического кризиса. И если вы делаете выкладки по потреблению угля, исходя из вот этой статистики, то вы совершаете ошибку. Потому что экстремальные факторы на эту статистику повлияли. Влияет ли это как-то на развитие угледобычи в Российской Федерации, исходя из ваших вот предположений? Да, влияет. И без общей картины кризиса, вот эта вырванная из вот этой общей картины история, сбивает ваши прицелы в области стратегического планирования до 2050 года. Доклад закончил. Мне хочется сказать, что отказ от обсуждения проекта энергетической стратегии с независимыми экспертами дал превосходный результат. Я, читая эти строки, горжусь тем, насколько профессионально внутри ведомства под названием Министерство энергетики подходят к разработке вот таких документов. 2,5 года работы, дважды сорванные сроки, указанные президентом, и прекрасный результат. Великолепными местами. Энергостратегия – это часть экономики. Справедливое замечание. Как можно планировать увеличение добычи, если экономическая стратегия до сих пор темный лес? Сейчас. Давайте вот по порядочку. Там в тексте этой энергетической стратегии есть отсыл к плану ГЛРО. Владимир Владимирович уже высказал мысль, которую, мне казалось, Министерство энергетики должно услышать, и в правительстве должны услышать. Опережающие темпы развития энергетики. Опережающие. Так было всегда. При нашей индустриализации 30-х годов, 20-х годов, 30-х, 40-х. Опережающие темпы развития энергетики. Потом подтягивалась экономика. Энергетика давала базу. Энергетика – это не некая часть экономики, это ее фундамент. Если у вас фундамент кривой, то у вас крыша съедет. Это так, строительные термины, не более. Да, но зато у нас, значит, нет Узбекистана, Казахстана, нету... Иран пропал. Индия вообще отсутствует. Кому нужен кому нужен индийский рынок? Никому. За то, что у нас строительство магистрального газопровода в Пакистане под названием, по-моему, «Пакистанский поток». Это вообще никому не надо. Это, все, взяли, выбросили, забыли, неинтересно. За то, что у нас есть. 45, я на полном серьезе, я взял, посчитал. Да, Ctrl-F и посчитал. 45 раз в энергетической стратегии упоминается водород. Значит, давайте соответствующую цитату про водород. У нас есть глава «Водородная энергетика, улавливание, использование, захоронение углекислого газа». Водородные технологии. И вот цитата из одной из этих глав. «Реализация мер государственной поддержки и стимулирование использования водорода в различных секторах экономики, в том числе для водородного транспорта и водородной заправочной инфраструктуры, а также для энергоснабжения изолированных территорий». Водородом, видимо. Разработка, не СПГ, водородом. Разработка и реализация мероприятий по запуску коммерческих водородных проектов, созданию производственных комплексов, организации поставок водорода на внутренние и внешние рынки. Стратегия предусматривает у нас развитие производства и потребления водорода, вхождение Российской Федерации в число мировых лидеров по производству и экспорту, создание водородной заправочной инфраструктуры. Можно картинку, которую я прям нашел, и в очередной раз хочу ее показать. Что это за картинка? Это объем продаж водородного транспорта за год. На планете. На планете Земля, да. Вот где мы живем. Не где Китай там отказывается от импорта энергоносителей, а на планете Земля. Так вот, в 2022 году был пик продаж водородных автомобилей. Было продано чуть менее 21 тысячи штук по всему миру. В мире. Везде. Всюду. В 2023 году произошло снижение, маленькое снижение на 21,6%, вообще ни о чем, до 16,5 тысяч штук. И менее чем до 13 тысяч штук продажи упали в 2024 году. Это падающий рынок, это первое. Казалось бы, мало ли, тут кризисы, шоки 2021-2022 года, какая-то такая ерунда воздействовала. Хорошо. Франция пересмотрела свою водородную стратегию национальную. Как вы думаете, в какую сторону? В сторону понижения. Она снизила целевые показатели официально. В начале апреля 2025 года. Почему? Надо было и 24 и немножко более актуальную информацию 25 года взять, а не только из 23 года смотреть. Мне так кажется, мое такое субъективное мое мнение. Так вот, пересмотрела в сторону понижения. Более того, если мы посмотрим на
европейских регуляторов, которые следят за водородной энергетикой, они отмечают, что... У них ведь тоже была своя водородная программа. Да, в 2020 году принята, исходя из которой у нас в энергетической стратегии в редакции 2020 года появилась водородная энергетика. Ну, там же сказали, что все будет, иначе все будет. В 30 раз отстают темп реализации водородной стратегии Европейского Союза от планов. Ну, это так. Так вот, регулятор местный пересмотрел в сторону понижения ожидания в адрес водородной энергетики, в целом, точнее, в отношении водорода, и в отношении водородной энергетики особенно. Потому что водород – это не энергоресурсы, это сырье, в первую очередь, для металлургии, для нефтепереработки, для химии, например, при производстве тех же самых ранее упоминавшихся азотных удобрений. Природный газ, он для чего используется? Для производства водорода. Как это неудивительно, а то азотные удобрения, как там природный газ попал. Вот так он попал. Так вот, и собираются дальше пересматривать в сторону понижения все эти планы. Не взлетает водородная энергетика. Это где-нибудь в каких-то количественных показателях отмечено в энергетической стратегии, которая призывает государственной поддержки водородного транспорта, водородной заправочной инфраструктуры и водородной энергетики, в которой мы должны занять свое место, не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Где вы нашли внешний рынок водорода? Он где-то есть, это где-то отмечено вот в этой мотивационной части. Было бы неплохо отметить замедление спроса на водород. Где? Нету. Зато давайте деньги выделим на поддержку водородного транспорта. А зато я например, нашел в тексте энергетической стратегии развития гидроэнергетики 2 абзаца. Из них первый посвящен тому, что у нас гидропотенциал наших рек используется только на 20%, а второй абзац посвящен тому, что надо его использовать больше. На мой взгляд, достаточно стратегическое направление, и я выражаю огромную благодарность разработчикам стратегии о том, что они настолько детально проработали все, что касается нашей гидроэнергетики. Огромное спасибо за то, что нет раздела электросетевое хозяйство, ведь в энергетической стратегии этого, в общем-то, и не требуется. Зато я нашел показатели потерь в электросетях. В предыдущей редакции стратегии до 2035 года, к 1935 году нужно было снизить потери в электросетях до 7,3%. В новой стратегии до 2050 года потери в электросетях к 2050 году нужно снизить до 7,3%. Скажите, пожалуйста, этот прием Ctrl-C, Ctrl-V, он стратегический или он энергетическо-стратегический? У меня есть объяснение. Объяснение из первой цитаты, которую мы приводили. План мероприятий по реализации стратегии будет подготовлен Минэнерго и представлен в правительство в течение 6 месяцев. То есть анекдот вспоминается анекдот про сову и мышей. Мыши приходят к сове и говорят: «Сова, нас кошки жрут. Что нам делать?» «Станьте ежами», отвечает сова. Уходят мыши и говорят: отлично. Погодите, а как? Возвращается к сове. Говорят: сова, а как? Ребят, я стратег, а не тактик. То есть Минэнерго предложили стать тактиком. Мы выкрутились, теперь ваша очередь. Это очень интересный подход. Очень интересный. Исходя из чего? Непонятно из чего. Резюмируем. Картина общая, не построена. Изменения, которые произошли, объективно описываемые, уже подсчитанные, не упомянуты. Перекочевали показатели из прежних редакций без уточнений каких-либо. Перекочевали целые главы, которые, несколько теряют актуальность. Как, почему, зачем? Видимо, Минэнерго сейчас все подготовит, и все получится. И, конечно, отдельная благодарность за то, что слова руководителей отрасли о том, что идет широкое общественное обсуждение в экспертной среде этой проекта, тогда на тот момент еще энергетической стратегии, они целиком и полностью соответствуют действительности. Это приятно. Выверенный документ. Я даже не знаю, переходить ли нам ко второй теме после столь огненной первой темы. Порадовало на самом деле. Я, например, когда первый раз читал, я что-то расстроился, а потом понял, что нормально. 2,5 года работы, 107 страниц великолепного текста. У меня... Чтобы и дальше, и больше, и лучше. У меня вопрос.
знаете, вопрос такой, вот еще раз, я надеюсь, кто-то из авторов посмотрит, я не издевательство ради, но вы понимали, что это кто-то будет читать? Я понимаю, таких, наверное, не очень много наберется, кто это прочитает, но вы понимали, что, в принципе, это кто-то будет читать? Это кто-нибудь читал перед тем, как опубликовать? Кто-нибудь задался вопросом, почему 24 год не добавлен? Это же просто, это не концептуально, ничего не меняет. Или вам в мотивационной части пришлось бы что-то переписывать? Простите меня, у вас мотивационная часть настолько прекрасна, что переписать ее можно было бы за 2 дня, не больше. Я вас уверяю, это довольно легко сделать, если вы погружены в тему. У меня просто впечатление, что коллектив авторов работал, которые, больше правками занимались, чем попыткой концептуально что-то осмыслить. И, конечно, обсуждение с экспертами великолепно прошло. Кто мы такие? Да при чем здесь мы? Мы вообще никто. У нас есть профильные институты Российской академии наук, у нас есть образовательные институты. Может быть, к профессуре надо было обратиться? Стоп, может быть, к ним обратились, но взяли подписку о неразглашении. Поэтому вот Борис Леонидович тут сидит, возмущается. А на самом деле люди все осмотрели, сказали, очень хорошо, очень хорошо. Подписали, и теперь просто не имеют права рассказать. Рабочая версия. Как вариант. Ой, дорогие друзья, в общем... Большое спасибо, что нам не скучно, уважаемое Министерство энергетики. Раньше нам было скучно, а сейчас мы имеем возможность понаблюдать за плодами творчества. Я предлагаю оставшиеся темы мы перенесем, наверное, на следующую неделю. Пока заметим, что радостную вещь. Рост производства 95-го бензина наличествует. Еще 3 года назад он 40% от производства занимал, теперь будет 50%. Притом объем производства растет. Не только в стратегии, но и в реальной жизни. Меня печалит, правда, как и ожидалось, газомоторное топливо несколько снизили его целевые показатели, но это было ожидаемо. Там темпы роста были такие, что да, темпы есть, хорошие, да, но там 11 миллиардов кубов, которые ранее заявлялись никак, 9 миллиардов, которые потом, меня, например, радует, что исчез проект дальневосточного СПГ, льготы, которые предложило налоговые льготы правительство для среднетоннажных проектов на Таймыре, тоже куда-то исчезли. Я на всякий случай напомню, что в рамках проекта «Восток-Ойл» чисто газовых месторождений уже больше 1 триллиона кубометров. Ничего с ними делать не будем. В СПГ превращать, может быть, метанол попроизводим, аммиак. Ничего, вообще все пропало. Собственно, «Восток-Ойл» пропал. Это мы еще не добирались до мощностей нефтяных портов, которые за 50 лет увеличатся на 5 миллионов тонн. Опять же, проект «Восток-Ойл» 100 миллионов тонн. Что будет происходить? «Восток-Ойл» не будет реализован, это уже решено? Или он будет реализован, но мощность всех остальных нефтяных портов при этом понизится? Что происходит? Но я в конце хочу похвалить. А вот я похвалю. Вот я сейчас ругался, а я похвалю. Что мне понравилось? Список того, что нам надо. В энергетической стратегии впервые обозначили очень большой список того, что нужно нашей энергетике. Включили туда и суда, и силовые машины различные, и все, и химию, и все включили. Какую? Газовую? Угольную? Нефтяную? Не-не-не, химию в смысле катализаторы, нефти, переработки, катализаторы для иных процессов сейчас не будем вдаваться. Вот это все. Это все нам надо. Это очень хорошо, что это нам надо. Забылись, правда, куда-то некоторые предприятия, которые в прежних стратегиях были, знаете, так бывает. За время пути кто-то свалился, кто-то в режиме стелс работает. Так тоже бывает. Нет, про список это очень хорошо. Список замечательный. Теперь, если вдруг кто-то задает вопрос, что нужно нашим нефтяникам, газовикам, угольщикам, электроэнергетикам, говорим, в энергетической стратегии 2-3 страниц посвящена просто перечислению того, что нужно. Внимание, вопрос, когда будут планы в адрес промышленности, которая должна, по идее, это все удовлетворить. Вроде как 3 года уже некоторые проблемы наличествуют. Когда? На минувшей неделе министр энергетики побывал в Санкт-Петербурге. Большое спасибо за то, что это не какой-то Петроград, а Санкт-Петербург. На силовых машинах выяснилось, что до 2027 года новые заказы просто физически не разместить. Мощности завода закончились. Для того, чтобы брать новые заказы, надо где-то во дворе уже технологические линии выставлять.
какие-то мысли по этому поводу появились? Там, может быть, с Министерством промышленности, межведомственный какой-то проект появился? По идее, подобного рода стратегия, учитывая, что, как верно абсолютно было замечено, энергетика – это фундамент. По идее, энергетическая стратегия не должна писаться в отрыве от всех прочих стратегий, которые у нас существуют. Должно быть межминистерское взаимодействие, комиссия какая-то, я даже вот не знаю. Там в преамбуле декларируется, что есть некое согласование со стратегиями научно-технического развития, пространственного развития. А где бы в самом тексте, не в преамбуле, а в тексте хотя бы, где-нибудь один намек о том, как это состыковывалось? Есть слова про развитие территориально изолированных энергосистем. Ну, хорошо, что нет времени, а то бы я сейчас высказался. И, так сказать, резюмируем. Плохо. Мотивационная часть очень слабая. Планы, ну, хорошо, планы, вот конкретным планом я даже предлагаю не Если нет придираться. анализа, то какой же план? Я пытаюсь как-то что-то хорошее найти. Вот список замечательный, очень хороший список. Но все, что вы делаете руками. Энергостратегию надо дорабатывать. Ее утвердили, но вот, я не знаю, Борис, наверное, присоединится, мое личное мнение, оценочное суждение. Энергостратегию надо дорабатывать, если ее воспринимать как серьезный документ, исходя из которого у нас какая-то государственная политика будет выстраиваться. А если энергостратегия нужна просто, чтобы она была, ну, тогда можно оставить как есть. Тогда все хорошо. И водород хороший, и вот эти вот шоки 21-22 года, все прекрасно, все замечательно, никаких возражений, все отлично. Хотелось бы, чтобы от слов перешли к делу. Если вы говорили многократно о том, что это обсуждается с экспертным сообществом, попробуйте это сделать. Вдруг что-то изменится.